здесь, сеструха. Ты тоже здесь охотишься. Еще 40 километров примерно пресной воды. И глубина по колено, по пояс, потом по шейку где-то идет. И уже дальше начинается открытое море. А так вот, ни камышей, ни островов, ничего. Все, что глаз может только увидеть. Прости, дружище, ну не могу я тебя взять. Нету там земли, одна вода сплошная. Вода, вода, вокруг вода. За кабанчиком, за каким-нибудь увяжешься еще. Где я тебя искать буду? А лицензии на кабана у нас нет, пыш. Нельзя в нашей области кабана вот так вот взять и одному с собачкой пойти на кабана. Не разрешают, пыш. Ты не обижаешься? Пыш. Ну не обижайся, пыш. Лед под водой. Леша уж плывет по реке. Туман. 7:30. Пора выдвигаться. Здравствуйте. Выхожу в погранзону. Лодка ПВХ надувная. 4,80 длина. Да, все, вода. Вода, вода. Да само собой. Пленкин АВ 1:40:85. Все, спасибо, счастливо. Какая тишина. Наушники у меня так себе, конечно, просто заполненные пеноплексом, по-моему, каким-то полимером. Сидишь возле вертушки, особенно если долго, очень тяжко, конечно. Бензин кончился. Минут 40, наверное, идем. Уже минут 40 прошли, уже до первой точки практически дошли. Боже, какая тишина. Какая красота. Сейчас будем дозаправляться. Класс, что сказать. Когда таким тентом все накрыто, особо не переживаешь, что что-то выпрыгнет. И такое ощущение, что аэродинамика прекрасная, потому что по тенту проходит, сюда поднимается. Здесь резкий срыв потока. Поток идет над моей головой и прям в вертушку. Ну, пока что прям супер. Очень доволен. Очень, когда вот так вот сам своими руками хоть что-то сделаешь. Тент я склеивал сам. Вот этот сначала склеил, то есть какие-то эскизы сделал именно клеем полиуретановым. К ребятам отвез, они уже прострочили строчку, пробили. Крепления там все вот эти вот. Тент такой, то есть стекло закрывается на ходу, когда идешь на прицепе, чтобы стекло было чистое, ну и вообще лодка чтобы была чистая. А на ходу потом вот пока что вот так. Ну, буду думать.
что как улучшать, но пока что очень и очень даже нравится. Все, дозаправка. Едем дальше. Ребят, ну до каких-то более-менее мест с водичкой мы добрались. Там везде лед. А здесь вот пошли. Здесь течение, моет немножко еричина. Кундрачки вот такие. Я видел, оттуда утка поднялась. И потом на нее туда, в угол, утка пыталась идти. Вот она моя тайга. Это на самом деле настоящая для меня камышовая тайга. Именно здесь вот хочется в тишине вот побыть. У нас никуда больше так в тишину не уедешь. Везде дороги, везде люди. На всех озерах, на всех ливнях, на всех речках, везде. Все равно присутствуют люди. Вот сюда вот в это время уходишь. Опасно, очень опасно. Мы, конечно, сюда в прошлом году с Владом ходили, с другом. Но в этом году что-то пока не судьба. Может быть, вообще больше не судьба. Опасно идти, конечно, одному в такие дали, но геоточки сбросил жене, чтобы если что искала. И надеюсь, техника все-таки меня не подведет. И сам я себя не подведу. Все будет, надеюсь, нормально. Норка. Местная куничка. Новенький топор, приятно. И резиновая ручка смягчает удар. В руку так сильно не отдает. Прикольный такой топорик. И на льду его видно хорошо будет, чтобы не забыть. Частенько такое бывает. Вот она была лаечка, мормышечка, червячок. Больше ничего и не нужно.
еще плохо. Далеко птицу не видно. Здесь вот хорошие такие речка. Должна быть здесь птица. Сейчас 4 нырка отсюда поднялись. И все, на этом тишина. Ворона вон одна еще одинокая летает. Что делать? Дальше идти. Не заблудиться бы в такой туман. Сейчас постою немножко, поманю. Может быть, будет крутиться здесь. Так-то что бы и не крутиться. Вот колки. Какой-никакой корм. Хоть нырок-то должен быть. Тут вообще тишина. Еще и ветра нет, плохо. Для охоты, конечно, это ужасно. То, что безветренно. Идет. Иди сюда. Ну что, ребят, нашел я вроде воду. Были уже налеты. Даже уже стрелял. Сейчас видели, с селях летал. Сейчас я, наверное, здесь вот крутанусь. Все. Обед, привал. Так замуровался. Накинул все. Вообще слился с пейзажем. Вон 5 подсадных поставил в лужу. Разломал вертушкой немножко лед. Пытался ногами его в сторону, но он не особо идет. Дело в том, что если здесь кого-то подстрелю, он пойдет либо на лед, либо на воду, на течение и прибьет ко льду. А если там где-то подстрелю, то будет нести. В общем, решил здесь немножко часик постоять. Сейчас пообедаю, уже устал, замучился. Везде встаешь, заламываешься, смотришь, крякаешь, а толку нет. В общем, здесь решил немножко постоять, попробовать. Да, газовая горелка портативная, это, конечно, вещь. Консервы рыбные, сазаны и селедки собственного приготовления. И чаек. Если честно, даже кушать неохота. Настроение никакое. Птица не летает, все вокруг во льду. Лед такой, на котором не порыбачишь, не поохотишься, он ломается. Но его много, он толстый. В общем, настроения нет. Как-то так. Есть! Вот это красиво! Вот это правильный вынос и красивый выстрел. Раз и есть. Селезень. Хороший селезень в лед. Ну с морем, со льдом, с болотом. Первый. Ну какой ценный. Вы не представляете. Просто слов нет. Может быть еще будет. Именно кряка пришла. Ребят, не выдержал. Решил сходить за ним. Вот это настоящий трофей. У меня еще левый сапог подтекает. Я уже носок один раз менял. Но не смог. Я его вроде вижу. Потом из виду потерял. Нафиг, сейчас какой-нибудь ворон, орлан подберет. И все. Вот он. Красавчик. Мертвый. Так бы всегда стрелять. Крупный какой. Раз, один патрон. Бых! Кубарем просто. Кайф. Всегда бы такой. Он заходил четко, ровно, прям на подсадку. А между этих кулик. Ну, я скажу, лодка не выделяется вообще. Нормально прикрыта. Фух. Дай бог, может, вечерянка будет.
А если будет вечерянка, останемся с ночевкой. Честное слово. Мне место нравится в том плане, что, смотрите, видите, везде быстрины. А здесь вот если упадет, самое главное забрать можно. Потому что здесь он в этих кундраках будет плавать. В этом чакане. Во льдах здесь. Такая поляна хорошая. Ну, вроде как корм для крикоша. Красавчик какой. Селик. С полем. С охотой. Охота. Такая вот охота бывает. Видите, как сильно. Вот этот селезень он даже не выкупил. Он прям шел по подсаду так. Тех подсадных увидел и стал планировать между этими. И прям четко. Прилетели мимо и сели. А крякает он сейчас вообще совсем не как манок. Совсем не кря. Но вот место кормовое, ведь кормятся они здесь. Нравится им здесь. Мимо пролетели, я камеру не успел включить. Поэтому даже стрелять не стал. Смотрите, как красиво. Уточка и селезень. Осень, а они вместе. Все, ребят, не выдержал я там стоять. Поехал я, короче, на самый край банка. Все, открытое море, ребят, Каспий. Каспийское открытое море. Кончается банк, кончается здесь Волга. Здесь вот Майна небольшая. Сейчас вот здесь постою, потому что в это время года такие места это самые лучшие, по идее, места. Не знаю, вон там 3 уточки плавает. Каких-то нырковых. Посмотрим, будет сюда что-нибудь прилетать. Нет, вон тоже нырок какой-то. И что хорошо, вся птица, которая будет добыта, она здесь в мае не останется. Никуда не денется. Что, ребят, как бы то ни было, я остаюсь здесь ночевой, потому что не хочу по ночи возвращаться. Очень тяжелая всегда дорога ночью возвращаться, не люблю. Лучше останусь, проверю свое оборудование, лодку, как она для ночевки зимой. Такой тест-драйв. Ну, наверное, этого селиха приготовлю, что ли. Такой бушкрафт получится в этот раз. Не охота, не рыбалка, бушкрафт. Выживание практически. Ветерочек задул. Причем завтра обещают ветер посильнее. Мы когда в прошлом году с Владом под Новый год здесь рыбачили, охотились, мы заметили, что именно по банку птица шла над банком. Именно с утра. Мы все облизывались. Где же она идет, где же она идет. Она над банком шла. И вот здесь такая последняя частина, последняя майна. Есть шанс, что может быть все-таки с утра сюда прилетит птица. Крикаш. Посижу сейчас до темна. Сейчас возьму уточку, буду, наверное, здесь прям щипать в чеканочках. Прилетит, нет, все равно ночуем, в общем. Уже сил просто нет, с 3 часов на ногах, с 3 утра, с 3 ночи. Такой настолько пустой выезд. Ну, не пустой, все равно, как бы то ни было, это опыт. Как ни крути, это опыт. Вот так. Ну вот, как-то так.
швы сам проклеивал, потом по этим проклеенным швам уже прострочили ребята. Окна нарисовал, где нужно, где посчитал нужным. 3 окна и 2 дверцы. Они на молниях застегиваются. Все вот так закрыто, натянуто. Здесь уже сам аэродвигатель. Как так, посмотрим, попробуем переночевать сегодня. Тент ходовой, который отдельно, я его сейчас сверху накину, чтобы теплее было. Думаю, может быть, все-таки теплее будет немножко. Двойной тент получится. О, как хорошо. Фу-фу-фу. Еще до конца застегнуть. Ничего не делается. Фух, как хорошо же. После дня на улице, на влаге. Немножко будет мешать. Залезть хоть в какое-то помещение. Так себе, конечно, помещение, но все-таки, наверное, даже больше и лучше, чем палатка. Я так считаю. Сейчас газовую плиту включим. Сразу тепло пойдет. Там сверху тент подбил. Класс, конечно, так вот. Места полно. В общем, ладно, буду располагаться, а там посмотрим, как что. Так. Ну вот как-то так. Борта работают. Здесь сумки расположены. Здесь вот у меня мешки. Тоже запасной винт. Там в одном запасные вещи, в другом мешке спальные мешки, рюкзаки. Все по бортам раскидано. Одну бутылку воды. Смотрите, какая чистая вода. Прям с банка набрал. Так, это вода питьевая, это такая. Так, вот это еще можно будет потом сходить, набрать. Тапочки у меня даже есть. Для того, чтобы здесь перемещаться. Но я, походу, здесь в носках буду перемещаться. Посмотрим. Тапочки, чтобы на улицу выходить. Так. Как-то так. В общем-то, как-то так. Мокрые. Насквозь мокрые. Ужас. О, можно вот сюда вешать. Сушиться. Класс. Класс. Вот как раз стою сейчас. Так, лед и земля. Лед с землей. Получается, как опробую палатку на жилье. Как в ней жить можно, нет? Рыбачить зимой. Так. Побольше света дал. Вот такая обстановка здесь у нас. Теплообменник импровизированный. Сейчас, наверное, или что-то разогрею, или приготовлю. Не знаю, утку готовить, нет. Одну целую утку мне одному это очень много. Она останется. У меня есть консервы еще рыбные остались. Что-то там еще. Наверное, я не буду утку готовить. Вы меня простите уж, пожалуйста. Давайте лучше я как-нибудь в следующий раз, когда буду с друзьями, либо там с товарищем с каким-нибудь, обязательно приготовим. А так сейчас просто на одного человека готовить смысла особого не вижу. Спасибо за понимание. Смотрите, как пар идет. Что значит тело человеческое 36,6. Температура высокая. Штаны мокрые. Сразу парить начало. Ну, в термобелье, кстати, хорошо, даже в мокром особо не холодно. Да и вообще сейчас, вот видите, подразделся, сижу, вообще прекрасно. Тепло, уютно. Пока не спишь, газом, я думаю, можно пользоваться без проблем. Да и со всех сторон внизу, знаете, как тяга, то есть воздух по-любому снизу приходит. То, что, конечно, здесь как парниковый эффект накапливается, да. Можно какую-то вентиляцию делать обязательно, вытяжку.
продумаем. Ничего. Все это своими руками. И очень-очень приятно на самом деле. Одно дело купить, а другое дело просто даже хотя бы купить материал, склеить. Вот первый раз в жизни никогда ничего не шил, не клеил. Тут склеил как мог по шаблонам. Посмотрел, как был предыдущий у меня сшит тент. Также просто вот клеил. И потом ребята по заклейкам моим прошлись, прострочили. И получилось быстро. У нас в Астрахани 4 или 5 мастерских, я все обзвонил. Все были на 2-3 месяца заняты, все меня на Новый год пуляли. Я поехал, сам материал купил, этот Оксфорд 600, по-моему. Ну, плотность 600. В районе там 450-500 рублей метр погонный. Купил 1000 на 7 сначала, потом еще 1000 на 2. У меня 2 тента полноценных получилось. Один тент вот такой стояночный, то есть которым жить можно, да. И второй тент, который ходовой, ну вы видели. И он же тент, который транспортировочный. Вот на 9000 материала. И за работу прошить я отдал там. Получилось в районе десятки. Ну, я считаю это достаточно приемлемым, потому что мне за один даже тент просто зарядили 30-ку. И на самом деле работы там немало, если все вымерять, все все подбирать, вычерчивать, чтобы все хорошо подогнано было. А здесь меня колхоз такой вообще вполне себе устраивает. Ну, то есть мне все, вот, что я хотел, я все сделал. Как, в принципе, может быть, чуть-чуть поровнее бы сделали в мастерской, а так, в принципе, я всем доволен. Класс. Очень доволен, когда своими руками что-то сделано. Приятного вдвойне места. Просто вагон. Для одного человека, я считаю, место просто вагон. И столик у меня тут стал идеально. Подобрал. Плитка стоит. Не мешается. Тут место спальное. Бомба. Там еще места полно. Ну, а бензин и подсадных уток все выбросил туда. Как-то. Когда сазанов ловил в камышах. Помните, камыш приминал. Я еще говорил, что лучше всего камыш приминать, чтобы не проткнуть матрас. Ну и что? Проткнул. Вот. Буду клеить полиуретановым клеем этот материал от палатки. Может быть, надеюсь, получится. Может быть, будет держать. Матрасик у меня самонадувающийся. Матрасик самонадувающийся. Но уже перестал надуваться, потому что проткнул. У меня там кипит уже все. И носки прогреваются. И баня водяная. Уф. Ну что, разве плохо? С сазаном и селедкой консервированным домашним. Лапшичка. Горяченьким бульоном. Красота. На самом краю моря Северного Каспия. В самом конце великой могучей Волги-матушки. Такой вот ужин. В такой вот палатке. Слов нет, на самом деле. Внутри очень много эмоций. Да, охоты не было, но я сделал все, что мог, и у меня еще есть будет шанс завтра. А сегодня вот испытание палатки. Собственно, сделанный. Ночевка в лодке. При 0 градусов. На улице 0, кстати. Мне приятного аппетита, а вам приятного просмотра.
Офигеть, ребят. Прям вот молниеносно, ничего не было, тишина, затишье было. Хлоп прям пошел и ветер. Не зря говорят, это Каспийское море, оно прям очень коварное. Я считаю, на самой окраине стою. Ветер с моря, если задул, то прям вот в эту стенку дует. Жутковато немножко. Лодку даже покачивает. Хоть я и на земле стою, но все равно. Неприятно, тепло будет выдувать. Блин, как я переночую. Ну ладно, что говорить. После таких вот выездов чувствуешь себя по-другому потом. Если нормально все бывает. Разогрел до кипятка почти полную кастрюлю. Поставил вот так, чтобы она напротив меня была. С этой стороны ветер дует. Газ выключил, баллон отключил, будильник поставил. Если удастся, конечно, поспать до 7 утра. Ну, так безопасно, зато без газа. Если будет холодно, он в двухспальных мешках и одеждой заложился. Все дырки вроде подзабил. Все вроде ниоткуда особо не дует. Должно быть нормально. Пробуем. Всем спокойной ночи. Ну что, неожиданно, но факт. Почти 11 часов проспал. Так как вчера в 3 вставал. Почти как убитый спал. Ночью просыпался, один раз прохладно было. Ну так, подукутался. Вроде нормально. Сейчас уже он чайник вскипятил. Ветер как внезапно начался, так, по-моему, внезапно и кончился. Все. Пьем кофе и утрянка. Дальше посмотрим, будь что будет. Вот так все поменялось. Ночью ветра не было, сейчас раздувает, прям нехилый. И ветер западный пошел. Сюда получается прибой. Вообще непонятно, прилетит ли сюда птица. Скорее всего нет. Потому что она любит затишечные стороны, а здесь все открытое. Ну хотя бы полынья есть, может быть кто-то что-то заметит, начнет интересоваться, крутиться. Сейчас полчасика посидим. Если вдруг никого не будет, то поедем искать дальше. Вот так, такая вот она охота. Эй, сеструха, ты тоже здесь охотишься? Нет-то здесь перелета, пролета. Здесь один пролет. Вот такое вот оно, Каспийское море со стороны Астрахани. И чтобы добраться до него сейчас, вот в это время года, нужно как минимум 60 километров пройти. А зимой вообще только спецтехника.
Вот такой вот остров, мель намывает Волга на выходе с дельты. И еще 40 километров примерно пресной воды. И глубина по колено, по пояс, потом по шейку где-то идет. И уже дальше начинается открытое море. А так вот, ни камышей, ни островов, ничего. Все, что глаз может только увидеть. Безмолвная пустыня. И там вдалеке очень-очень много стай лебедя крутится. Двигатель подзамерз. Газ полный дал. О, вот и уточка пошла. Вроде понаблюдаем, куда она идет. Тросик газа подмерз. Вроде прогрел двигатель все равно. И хоть и вроде сбросил до конца и заглушил, но по льду она летит. И вот вылетела сейчас на берег. Не знаю, буду сейчас стаскивать. Но я думаю, стащу. Мерзает, зараза, но съехала. Сейчас будем регулировать. Может, отогреется. Ребята, это было невероятно. Такого еще у меня не было. Сидел селезень метрах, наверное, в 70, то и больше. Сидел, нервы мне трепал. Ничего не летает, а если летает, то к нему туда ближе подлетает. Я взял единичку, решил попробовать. Выстрелил по нему. А он, похоже, не понял. И, может быть, уже сразу под ранком был. И начал подниматься. И так все ближе сюда ко мне к колте. Потратил я, конечно, 4 патрона, но последним 4-м патроном, или 5-м даже патроном, я его прям снял, все-таки взял. Ну, второй селезень. В принципе, это охота. Зато какая красота вокруг, ребята. Просто не сказки сказать, не пером писать. Дух природы и дух свободы лежит четко. Все-таки надо было оставаться здесь, в этом месте. Сюда все-таки крикаш прилетает. Лучший враг хорошего. Вчера здесь селиха подбил. И сегодня здесь тоже. Надо было с ночевой оставаться и с утра
С утреца по-любому сюда птица пришла бы. Ну, разведка есть разведка. Далеко. Опа! Опа! Вот он, трофей года! Красавец! Ребят, с первого выстрела крахаль прилетел. Вон лежит. Не успел камеру включить, вон перья полетели. Прям четко я его. Ну вот расстояние хорошее. И все, и налетал классический. И сразу я его взял. Ну все, уже третья утка. Такое вот место по пути, короче, нашел. Там большие частины. И уточка налетает. Там большие частины. И там много утки сидело на них. И только вот одна кулига, возле которой есть полынья небольшая. Все, лодка погружена, на месте. Такие вот 3 трофея получились. Этот ощипанный, я даже весь провиант вчера съел. Думал, что если что, сегодня будет моей едой на всякий случай. И вот крохоль какой большой. И вот огромный какой, посмотрите. Даже больше селезня в 1,5 раза. Хотел я выйти в дальний поход, сходить на технике, на этой, на переделанной, переоборудованной. Больше 120 километров за 2 дня я преодолел. По льду, по воде, по камышам, по мелякам, по глубокой воде. В общем, есть что сделать, переделать, доделать. Вот, немножко рулевое здесь подвело, буду переделывать. Здесь ус отклеился. Ну, в целом все отлично. Техника меня доставила обратно. И самое главное, я хотел снять это видео в преддверии Нового года, чтобы добыть трофеев на стол, утиные трофеи, чтобы утка была на столе в виде праздничного ужина. Ну и для вас какое-то такое душевное видео снять. Надеюсь, у меня что-то получилось, не обессудьте, потому что охоту снять в 10 раз тяжелее, чем рыбалку. Потому что птица не даст шанса включить камеру. Она либо подлетела и улетела, либо ты не успел ее поймать или выстрелить. В рыбалке все проще. Там поклевка, можно взять камеру, пойти, подсечь, либо включить, тянуть фрикцион, тянуть катушку. Здесь все намного сложнее. Ну и мне добыть на самом деле утку тоже в 3 раза сложнее, чем поймать рыбу. Всем спасибо за просмотр. С наступающим Новым годом. Добра, здоровья, счастья, удачи вам в Новом году. И чтобы все междоусобицы во всем мире наконец-то закончились. Мир во всем мире. Спасибо. Всем пока. С Новым годом. Такие вот с гвоздями. Это нужно все попилить. Сегодня это должна все перепилить пила.
гвоздь попала. У меня есть еще одна профессиональная цепь. Пускай пила стоит, работает, пойду скажу за цепью. Сейчас заглушим на 5 минут, цепь буквально поменяем, заодно посмотрим, как она заводится после того, как заглушишь ее. Пробуем завести после того, как перевернули в сторону, переодели, минут 5 примерно прошло. Пробуем без подсоса, просто сразу завести. Вот из-за чего порвалось. Гвоздь не попадает, но тем лучше, ценнее испытания. .09 сейчас время. 15:09. Во сколько там начали? В общем, на час работы. Где-то 0,6 литра бака, наверное, хватило. Примерно на час работы. С остановкой минут 40. Где-то 0,5-0,6 бензина наливал. Столько дров. Сама по себе, по своей причине, пила не остановилась, ни разу не заглохла. Заводилась все разы. Просто отлично. Порвали одну цепь. Вот попал, сам виноват сюда. Обметал, конечно, виноват. Ну и пилили прям с гвоздями. Где-то, короче, искры летели. Все тянет, пилит вообще как по маслу. Как по мне, так просто как по маслу. Пилит отлично. Но уже вам самим делать выводы, решать. Пила есть. Показал ее работу, то есть она не как там про многих китайцев говорят, там завел, пару раз поработал, сломалась, нет. И в походе себя отлично показала. Сейчас все перепилила. И заводится шикарно, и работает. Я считаю, достаточно стабильно, ровно. Как-то так. Такая вот пила, бензопила Redwerk. Двухтактный двигатель сюда заправляется. Масло с бензином, масло идет в комплекте с этой бензопилой. Шина. Пользовался я уже достаточно много этой бензопилой. И только положительные отзывы о ней. На коленке дырка в сапоге. Никто не хочет купить? Почти новые. Не битые, не крашеные. Даже SD-карта не сохранилась. Зато линза целая. Именно та линза, которая закоцанная вся. Хотел линзу на ней поменять. Мечтал закоцанную линзу поменять. А она вон что. Сказала до свидания, Антоха. Так что, если вы вернулись с рыбалки или с охоты, не поймав ничего, не расстраивайтесь. Оглянитесь, посмотрите. Если нет потерь, то вы обязательно поймали свой кайф. И ничего точно не потеряли. Как-то так.
Да, если кому-то интересно, это была Sony HDR 300. Первая моя камера серьезная, более-менее после китайского ширпотрепа с Алиэкспресса. Как ширпотрепа, там тоже была неплохая камера, которую я первый начинал снимать. Первые, наверное, ролика 3 на моем канале сейчас остались с той камеры. А это появилось благодаря моему другу Владу. Он убедил меня в свое время, что очень много зависит от видеокамеры, за что я ему бесконечно благодарен. Брал я ее бэушную с Авито 18 тысяч. Такие новые сейчас в России не поставляются, а если поставляются, стоят больше 30-ки. Никогда меня не подводила, хоть и потерлась линза, но при этом работала всегда исправно. Классная камера, лучшая камера, что говорить. Установил крепление вон наверх, чтобы съемки вести хорошие, интересные. И на ходу, чтобы видно было лодку и округу. И когда охотишься, она, получается, как раз сзади тебя стоит. И все, она раскрутилась потихонечку. От вибрации раскрутилась, вылетела и по лопастям. Хорошо, что еще ее разбила, а не лопасти поломала. Хотя лопасти-то у меня запасные есть. Ну ничего, я не расстраиваюсь. Это дело блогеров такое, наживное. Каждый день что-то ломается, падает, топится. Без этого никуда.